Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события до конца 2023 года, второе полугодие. Давайте узнаем, что нам расскажут карты. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз, Таро расклад не может подойти нам на все 100%. Но я надеюсь, что подсказки вашего шестого чувства и образы карт помогут какой-то инсайт все равно получить. Или как минимум проведем с вами хорошо время, я так надеюсь. И у нас сегодня будет 5 колод. Я решила не смешивать энергии, а попробовать посмотреть на совершенно разных колодах, как карты видят последующие события до конца года. И первая у нас будет классическая колода Таро. Что важно знать или что, по мнению карт, будет на первом месте для вас стоять? Чем придется заниматься, мои дорогие львы и львицы, до окончания 2023 года? Королева Пентаклей. Шикарно. Вообще у вас все под контролем. Если мы говорим королева Пентаклей, она создала сама себя. Может быть, и вам придется где-то уделять внимание вопросам не только личного благополучия, а еще и самореализации. Потому что в большинстве колод королева Пентаклей, она изображена среди райского сада. По умолчанию она его создала своими руками. Мы можем строить карьеру, заниматься самообразованием, планировать что-то на будущее, и реализовывать те идеи, которые уже, может быть, мы приступили или прежде у нас входили в наш план. Но по этой карте еще и дела семейные для людей, у которых есть дети. Значит, тут могут быть самые разные направления, которые связаны с вашей семьей, с вашим благополучием. Мы можем менять жилье, переезжать куда-то, мы можем улучшать, как будто делать его комфортнее, создавать свое, в принципе, место уюта, тепла, надежное какое-то место. И не случайно я говорю, 2023 год – это год адаптации. Нам очень важно в этом году, в оставшиеся полгода, словно свою какую-то маленькую цитадель построить. То место, где от житейских бурь невзгод нас это убережет, как и люди надежные для нас тоже будут важны. Да и вообще мы должны быть счастливыми. Так вот, у королевы Пентаклей все под контролем. Она умеет из какого-то даже хаоса создать уютный порядок. Вот где-то, мои дорогие львы и львицы, этим вы будете заниматься. Ну и, конечно, все же Пентакли, поэтому решение, причем успешное решение материальных вопросов. Само по себе шикарно. Чего не избежать? Или каковы у нас неожиданности? Давайте мы узнаем. Возможные до конца года. А нет неожиданностей. Как будто вы, мои дорогие львы и львицы, все знаете. И даже если что-то происходит, ну вот из ряда вон такое, да, как кого-то может в какую-то растерянность повергнуть, или, ну, обстоятельства какие-то, может быть, вокруг вас даже складываются, а вы свой успех вот так вот планомерно строите, и у вас все получается. Одна из лучших карт в колоде, повторюсь, на работу и на деньги. И когда нам показан профессионал, уже, значит, вы что-то умеете делать хорошо, лучше других, но это как будто растет наше благополучие, наш профессионализм. И в последующем мы в чем-то можем сделать карьеру, преуспеть, как и в зарабатывании денег. Да нет ничего невозможного. Через наш труд мы отстроим и благополучие, и изобилие, и процветание. И вот эти две карты практически об этом и говорят. Вот такая для вас идеальная, я бы сказала. Даже если что бы ни происходило, мои дорогие львы и львицы, у вас второе полугодие может как раз выдаться очень стабильно надежным. И это здорово само по себе. Чего не избежать? На колоде золоченого Таро достанем две карты тоже. И первая карта будет называться «Новые события», что у нас на пороге. Давайте узнаем. До конца года, на второе полугодие 2023 года, что для львов и львиц, какие новые события придут в вашу жизнь, что вам изменит,
Любовь, мои дорогие. Прекрасно. Вообще, это карта и дипломатия одновременно, умение со всеми договариваться, ну и какая-то диалоговая форма. А вообще нам говорят про надежные отношения, про людей, которые понимают друг друга без слов. Значит, вот такие партнерские отношения наша задача выстроить. И тут ведь как новое событие, у кого-то предложение руки и сердца. Очень согласуется эта карта с королевой Пентаклей. Если мы говорим о создании союза, о создании семьи, или, может быть, ваша дружба, она перейдет на другой уровень совершенно отношений, и вы вместе будете строить планы на будущее. А у кого-то, может быть, даже семейный бизнес, кстати, мои дорогие. Вообще здорово. Настолько все нам как-то про надежность, про адаптацию, про душевность, про финансовое благополучие. Ну, прекрасно, правда? Тут какой-то очень важный такой выбор вы можете делать. Хотя как будто выбор сделан, нам пока еще не сказали, ни одна карта не выпала, когда мы словно на развилке. Как будто все понятно, для вас, по крайней мере. Давайте мы, что нам запомнится, что вот нас вдохновит как-то. Королева мечей, а вам придется решать вопросы, связанные, может быть, кстати, как с перемещением. Вам придется от чего-то, мои дорогие львы и львицы, отказаться, хотим мы того или нет. Это прообраз Юдифи, королева мечей в герметической колоде Таро. Я уже не обрисовываю этот исторический и библейский факт. Кому интересно, можете почитать, но это именно решится. Вот какое-то, знаете, решение, которое стоит всей жизни. Для кого-то это может еще означать, когда, знаете, бесповоротность какого-то решения. То есть как будто не будет возврата назад к чему-то. Вот это тоже надо принять во внимание. И если мы говорим запомниться, запомнится, наверное, тот факт, что нам придется быть вот в таких хладнокровных энергиях, принимать какое-то важное решение. Может быть, мы бы и хотели как-то соскользнуть на какую-то эмоцию или как-то вот, ну, по-другому рассмотреть. А здесь мы вынуждены будем как бы находиться в таких очень рационально холодных энергиях. Мы вынуждены будем где-то, может быть, собой не рисковать. И значение, посмотрите, как работа с информацией карта это предполагает. Так вот, и птицы, которые показаны на карте, это где-то мысль или это новости. И вот нам одна птичка как будто подлетает к кошке. И с виду эта кошка выглядит очень мило, ничего не предвещает. Такое приятное животное, и птичка очень приблизилась к кошке. А мы-то с вами знаем, что кошка имеет грозное оружие, как когти, и удар может быть молниеносным. Вот мы не должны себя подставить под какой-то удар, под какую-то неожиданность. Мы должны все просчитать. Чем запомнится? Может запомниться еще и тем, что мы словно будем тут на своей волне. Какую-то, может быть, стратегию из многих ходов продумывать, что, зачем. И опять же, молчание золото. Вот, видимо, в каких-то других энергиях вам это может запомниться. Но это может для вас означать как где-то в последующую смену статуса, так и умение правильно распорядиться теми ресурсами, которые у меня на сегодняшний день есть. И так или иначе, прощание с прошлым. Вот, наверное, этим наиболее запомнится. Вот какая-то история или часть вашей истории, эпизод какой-то вашей жизни, вы его условно оставите где-то там далеко за спиной, в прошлом. Какой-то гештальт закроете. Давайте мы на Таро иллюминатов узнаем, а что нам будет помогать до конца 2023 года. Что будет за нас в нашей команде или, в принципе, просто как, может быть, события сложатся в нашу тоже пользу. Может быть, какой-то плюс, бонус. Вот давайте узнаем, что нам будет помогать во второй половине 23-го года. Вы знаете, конкретно человек может помогать, ваш близкий человек. Это кубковые карты двора, часто о наших супругах говорят, или наших партнерах по браку, по личной жизни, или, может быть, человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды или имеет асцендент. Это у нас рыба, рак, скорпион. Или какие-то взаимодействия, может быть, по бизнесу у вас будут с этим человеком, но так или иначе, как будто нам это помогает. Семья, в принципе, для людей семейных, как будто это помогает. Как и на взаимопонимании, кстати, королева Пентаклей.
Да, мы говорили, что семейные вопросы как раз очень хорошо проигрываются по этой карте. И, может быть, для кого-то из вас это будет поддержка, как и моральная, духовная, да, когда приятные эмоции. У короля кубков как раз кубок стоит рядом. Но что его отличает? Что он умеет переключаться с этих эмоций на какие-то материальные вопросы. И он не смешивает одно и другое. Там, где место эмоциям, они будут. Но там, где место рационализму, он не добавит никаких эмоций. Он будет более взвешенно, хладнокровен. Вот где-то это нам будет тоже помогать. Давайте мы узнаем, а что же еще, что нас будет радовать. Вы осуществите переезд. Нас будет радовать, что мы на что-то решимся. Это карта заслуженного успеха. И для кого-то из вас это, знаете, станете, может быть, перед выбором, когда придется менять профессию или уезжать. И, может быть, на другом берегу тоже менять род занятий. Или вы переключитесь на работу в интернет. Или что-то с IT-технологиями, может быть, вы закончите какое-то обучение, курсы, ну, я не знаю. Все что угодно тут может быть. Тут ведь самый главный принцип мужества, опять же, нам хватает сил и целеустремленности для того, чтобы идти вперед. Потому что, с одной стороны, что-то старое по-прежнему нас уже где-то не интересует. И, может быть, в прошлом было больше каких-то ошибок и ран, и нам не хочется даже туда оглядываться, не то что возвращаться, вот как эти трое в лодке, которые отплыли от прежнего берега, и они даже не хотят смотреть, откуда же они уплыли. Они просто едут, плывут вперед. И пусть нам эта карта такая темноватая говорит, что да, еще они могут столкнуться с тысячами неопределенностей, но почему и карта называется заслуженного успеха, как будто если у нас хватает храбрости, мужества просто идти вперед, значит нас точно ожидает успех. И здесь может быть любой вариант, как и просто сам переезд, так и рост по карьерной лестнице, если мы какой-то проект новый начинаем, или сама по себе удача в каком-то конкретном проекте, осуществление какого-то дела, или смена вида деятельности. Давайте мы с вами следующую возьмем колоду. Это у нас будет, а что нам может помешать, как видит карта? Что нам может послужить помехой до конца 2023 года? Или что может не так пойти, да, как мы запланировали? Что нам может помешать? Вообще у нас рыцарь кубков, какая-то ваша личная история, скорее всего, или предложение. Может быть, вы ожидали, что вам человек сделает предложение каким-то определенным образом, а он вам сделает каким-то другим образом. Или обстановка, мои дорогие, может вынудить так, что, как-то вот по-другому она сложится. Хотя, честно говоря, нет помех. И единственное по этой карте, эта карта может быть как вдохновение, каких-то приятных эмоций. Может быть, знаете, нам ведь тут выпала королева мечей и призывают нас так более сдержанно, холодным быть. То, значит, где-то себе не замылить глаза эмоциями, не надеть розовые очки будет тоже важно. Быть рациональным. Вот где-то если мы поплывем на волне настроения, то кто знает, где мы окажемся. А здесь, несмотря на то, что двойка кубков, видимо, как вот у этого короля кубков, там, где нужны эмоции, теплые чувства, они там будут. Но где нужен рационализм, как по королеве мечей, значит, место должно быть логике и здравому смыслу. Давайте мы еще узнаем, какие сложности. Да вообще никаких сложностей. Но может быть сам по себе выбор как будто партнера. Партнера по личной жизни. Может быть у кого-то такой тройственный союз, или мы называем это треугольником, и вам нужно будет сделать этот выбор раз и навсегда, определиться с чем-то. Конечно, это старший аркан влюбленный. Он может вообще о выборе любом говорить. О выборе как и в сфере работы, так и личных достижений. Но больше-то ведь позитива несет на себе эта карта. Поэтому конкретно, что нам может помешать? Разве что где-то мы так растеряться можем. Или сам по себе осуществить этот выбор, решиться на что-то для нас может быть, несколько затруднителен. Хотя я по этим картам даже этого сказать не могу. Фактически, мои дорогие львы и львицы, да ничего вам не мешает. Правда? Ничего.
Посмотрите, какие карты у вас прекрасно выпали. Давайте вот на колоде 78 дверей как раз мы узнаем, какие же двери будут открыты. Да? На пороге каких перемен мы будем стоять. И в этой колоде ключевое значение сами двери и ключи несут. То есть открытая дверь или закрытая. Так вот, своего рода переход. Каков итог я подведу? Какие возможности передо мной откроются? Удивительно. Королева Пентаклей, с нее началось. И этой картой закончилось. И больше уже не тяну. Тут такой символизм очень специфический. Вы знаете, от начала до конца в каких-то будете своих энергиях, и вопросы вашего изобилия, благополучия, процветания, денежного довольствия, именно довольствия, когда полный баланс, когда у меня все под контролем, когда я останусь довольна или доволен. Вопросы работы, заработка денег, вопросы, может быть, бизнеса, каким образом ко мне приходят деньги, и тут вы можете что-то корректировать, менять. И как и по бизнесу, по работе, менять сам вид деятельности. Вот мы уже сказали по шестерке мечей, и ведь 6 любая, это уже победа в колоде Таро. Так и здесь у нас и в любви, и во взаимопонимании, вы знаете, какие-то, наверное, когда вы примете какое-то очень важное решение, словно у вас камень с души или какой-то, как, знаете, гора с плеч упадет, и жизнь словно будет развиваться в каком-то другом фарватере. Вы, да, действительно стоите на пороге событий, но эти события, которые стремятся, пытаются войти в вашу жизнь, это действительно не просто адаптация, а совершенно другое качество жизни, более теплое, как в плане чувств, более надежное, как в плане людей. Вы можете и вообще в социуме себя как-то пересмотреть, так и в плане нашего жилища буквально тоже и нашего самовыражения, потому что для королевы Пентаклей у вас их две в самом начале и в конце. Все важно. И вопросы имиджа, и вопросы здоровья, и вопросы быта, и вопросы личных достижений, ну и, понятно, финансов. Прекрасно, мои дорогие львы и львицы. И не важно, что меня мужчины смотрят. Вот именно потому что король Пентаклей, он немножко имеет, эта карта, другое значение. А вот королева Пентаклей, она сделала себя сама, и для нее важно все. И вот такие события, когда для меня все важно, они как будто стремятся на ваш порог. Но очень добрая и теплая энергия. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.